Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видеомастер-класс по вязанию сумочки шопер. Размеры сумки: высота 30 сантиметров и ширина 40 сантиметров. Длина ручек 60 сантиметров. Материалы для вязания сумочки можно приобрести в магазине Нитка KZ на Вайлберрис или на Каспи. Также подписывайтесь на мой инстаграм и YouTube канал, чтобы не пропускать новые интересные видео о вязании. Материалы для вязания сумки: трикотажная пряжа Алтын, 3 мотка. В каждом мотке 100 метров, толщина нити 7-9 миллиметров. И крючок номер 6. Берем моточек пряжи, аккуратно распускаем нитку с внешней стороны мотка и слегка растягиваем. Так делаем в процессе всей работы. Начинаем вязание. Набираем цепочку 16 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Пропускаем первую петельку и, начиная со второй петли, вяжем 14 столбиков без накида. Последняя петелька у нас останется не провязанной. Теперь в последнюю петельку мы провязываем 3 столбика без накида в одно основание. Переходим на другую сторону и провязываем 14 столбиков без накида. При этом кончик нити прячем внутри петель. Осталась последняя петелька, в нее мы провязываем 3 столбика без накида в одно основание. Всего по окружности у нас должно получиться 34 петли. Далее вяжем по спирали без поднятия ряда, провязываем первую петельку второго ряда и давайте поставим маркер, чтобы обозначить, что это у нас первая петля в ряду. Давайте поставим маркер, чтобы обозначить первые прибавки, и вот этот участок 14 петель мы вяжем без прибавок столбиками без накида. Первую петельку мы с вами уже связали. Продолжаем далее, вводим крючок под основные верхние петли и вяжем столбиками без накида 14 петель. Теперь переходим к прибавкам. Здесь у нас были 3 петли. Теперь в каждую из этих трех мы вяжем по 2 столбика без накида.
Переходим на другую сторону. Давайте здесь тоже отметим первую петельку прибавок и провязываем 14 столбиков без накида. По этой стороне также провязываем 3 прибавки, 2 столбика без накида в одно основание. И по окончанию второго ряда у нас должно получиться 40 петель. Далее вяжем третий ряд. Первую петельку мы с вами уже связали, поставили на нее маркер. И теперь продолжаем. Всего от начала ряда вяжем 14 петель. Переходим к прибавкам. Вяжем двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная. Переходим на другую сторону, и здесь мы провязываем 15 столбиков без накида. Переходим к прибавкам с другой стороны и провязываем двойная, одинарная 3 раза. Итого по окончанию у нас получается 46 петель. Вяжем четвертый ряд, провязываем первую петельку, ставим маркер. И далее продолжаем. От начала ряда всего нужно связать 16 петель. Далее переходим к прибавкам. И здесь мы чередуем прибавки через 2 одинарные петли. Также делаем 3 прибавки. Двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная. Переходим на другую сторону и провязываем 16 столбиков без накида. Далее опять делаем прибавки. Здесь опять делаем 3 прибавки, чередуем их через 2 одинарные петли. Двойная, 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная.
Заканчиваем четвертый ряд, всего 52 петли. Далее вяжем пятый ряд. От начала ряда провязываем 14 столбиков без накида. Далее делаем прибавки: двойная, 3 одинарные, двойная, 3 одинарные, двойная. Переходим на другую сторону. И здесь без прибавок вяжем 17 петель. Делаем прибавки: двойная, 3 одинарные, двойная, 3 одинарные, двойная, 3 одинарные. И у нас должно получиться всего 58 петель. Далее вяжем шестой ряд. От начала ряда провязываем 16 столбиков без накида. Далее делаем прибавки: двойная, 4 одинарные, двойная, 4 одинарные, двойная. Переходим на другую сторону и провязываем 18 столбиков без накида. Далее прибавки: двойная, 4 одинарные, двойная, 4 одинарные, двойная, 2 одинарные.
Итого у нас получается 64 петли. Далее вяжем 7 ряд. От начала ряда провязываем 18 столбиков без накида. Далее делаем прибавки: двойная, 5 одинарных, двойная, 5 одинарных, двойная. Далее вяжем 19 столбиков без накида. Делаем прибавки: двойная, 5 одинарных, двойная, 5 одинарных, двойная, 1 одинарная. Итого по окончанию 7 ряда 70 петель. Вяжем 8 ряд. От начала ряда провязываем 20 столбиков без накида. Далее прибавки: двойная, 6 одинарных, двойная, 6 одинарных, двойная. Переходим на другую сторону и провязываем 20 столбиков без накида.
И снова делаем прибавки. Двойная, 6 одинарных, двойная, 6 одинарных и в конце ряда двойная. Итого по окончанию 8 ряда 76 петель. Далее мы вяжем 9 ряд без прибавок, 76 столбиков без накида. Закончили, связали 9 ряд. Давайте вывернем нашу сумочку правильно. Это внешняя сторона. Мы ее вот так выворачиваем. И мы видим, что рисунок петель внутри сумки отличается от рисунка петель снаружи сумки. Вот это у нас внутренняя сторона. И вот так должна выглядеть внешняя сторона. Продолжаем вязание, вяжем 10 ряд. Давайте сразу поставим маркер на первую прибавку. И вот мы видим, что у нас вот с этой петли у нас начинаются прибавки. Мы двигаемся по рисунку петель наверх и ставим маркер на первую петлю от начала прибавок. Итого от начала ряда провязываем 14 столбиков без накида. Далее делаем 3 прибавки, двойная, 7 одинарных, двойная, 7 одинарных, двойная. Переходим на другую сторону. Здесь тоже находим первые прибавки и по рисунку переходим наверх. Ставим маркер. Провязываем на этом участке 21 петлю. И переходим к прибавкам. Двойная, 7 одинарных, двойная, 7 одинарных, двойная, 7 одинарных.
Итак, мы закончили с вами делать все прибавки. И по окружности у нас должно получиться 82 петли. Далее мы продолжаем вязать без прибавок еще 22 ряда по 82 петли в каждом ряду. Здесь у меня закончилась ниточка от первого мотка, и я присоединяю нитку от второго мотка с помощью двустороннего скотча. Такой скотч можно приобрести в обычном хозяйственном магазине, где продается и обычный скотч. Не забываем, ниточку мы разматываем с внешней стороны мотка и пряжу хорошенько растягиваем перед вязанием. Далее продолжаем вязание до высоты 22 ряда. Итак, мы закончили, связали 22 ряда без прибавок. Здесь у меня начало ряда, оно у меня двигается по первой петле с каждым рядом вверх. Итак, я связала 22 ряда. И далее мы с вами вяжем ручки сумки. Здесь у нас между ручками одинаковое количество петель слева и справа. Итак, вот здесь в серединке должно быть 14 петель, без учета петель, на которых стоят маркеры. Между ручками вместе с петлями, на которых стоят маркеры, 27. Здесь между внутри ручки 14 петель и еще оставшиеся 27 петель. Здесь я не учитываю начало и конец ряда, у вас наклон может быть немножко другой. Итак, самое главное, чтобы ручки находились напротив друг друга. Провязываем необходимое количество петель от начала ряда до первой ручки. И далее мы вяжем с вами цепочку 50 воздушных петель. Присоединяем цепочку к петле со следующим маркером. Это у нас будет первая ручка сумки. И на этом участке мы вяжем 27 столбиков без накида. Здесь у меня заканчивается второй моток. И я присоединяю с помощью двустороннего скотча третий моток пряжи.
Итак, мы закончили вязать этот участок до следующей ручки. И теперь для второй ручки точно так же, как и с противоположной стороны, набираем цепочку 50 воздушных петель. Присоединяем цепочку к следующей петле с маркером. И отсюда мы вяжем 26 столбиков без накида. Мы закончили. Последнюю ручку перед цепочкой мы не провязываем, оставляем ее нетронутой. Далее вводим крючок только за одну полупетельку и провязываем столбиками без накида 50 петель. Переходим на другую сторону. Здесь одну петельку пропускаем и начиная со следующей петли вяжем 25 столбиков без накида. Закончили. Здесь в конце одну петельку мы оставляем не провязанной, пропускаем ее и в следующую цепочку вяжем 50 столбиков без накида. Закончили. Переходим на другую сторону. Опять одну петельку пропускаем. Начиная со следующей петли вяжем 24 столбика без накида. Опять одну петельку пропускаем и переходим к ручке, провязываем над ручкой 50 столбиков без накида. Закончили. Переходим на другую сторону. Опять одну петельку пропускаем и начиная со следующей вяжем 23 столбика без накида. В конце одну петельку пропускаем и далее обвязываем вторую ручку 50 столбиков без накида. Нам осталось связать последний ряд, пропускаем одну петельку и далее вводим крючок за обе полупетли и провязываем соединительный столбик. И так мы с вами продолжаем вязать по всему верху сумки, в каждую петлю соединительный столбик. Продолжаем, делаем обвязку по кругу всего верха сумки и в том числе ручек тоже. Итак, мы закончили с вами, связали последний ряд. Теперь можно отрезать рабочую нить. Вытягиваем ниточку из петли. Для удобства давайте возьмем более тонкий крючок и закрываем последнюю петельку.
Теперь мы можем спрятать кончик пряжи. И если что-то еще останется, то лишнюю пряжу можно отрезать. Мы закончили, связали сумку, ручки для сумки. Как видите, они у нас немножко неровные, волнистые. Можно их прогладить утюгом через влажное полотенце или паровым утюгом через тонкую ткань. Давайте измерим нашу сумку. У меня получилась длина примерно 42 сантиметра и высота 30 сантиметров. Размер донышка длина 35 сантиметров и высота 16 сантиметров. Теперь пришиваем магнитные кнопки. Так как сумка большая, я решила пришить 2 магнитные кнопки. Пришиваю их с помощью прозрачной мононити. Такую нитку можно приобрести в любом швейном магазине, где продаются и обычные швейные нитки. Итак, мы пришили с вами одну половинку кнопки и точно так же пришиваем оставшиеся части. Далее мы делаем с вами кисточку. Для этого пряжу нужно хорошенько растянуть, и мы отрезаем полоски примерно длиною 35 сантиметров. Итак, я отрезала 20 полосок длиной 35 сантиметров. 10 полосок у меня такого же цвета, как пряжа в сумке, и 10 полосок я отрезала из белой пряжи. Также здесь у меня одна длинная ниточка 80 сантиметров. И с помощью этой длинной нитки я привязываю кисточку к кольцу.
Прикрепить кисточку можно на любой части сумки. Я это делаю сбоку, возле ручки. И вот наша сумка-шопер полностью готова. Ручки я прогладила, поэтому они стали более ровными. Пришила магнитные кнопки. Также внутри сумки можно сшить подкладку. У меня на канале есть видео по пошиву подкладки для похожих моделей сумки. Вы можете посмотреть это видео отдельно. Надеюсь, вам понравился этот видео мастер-класс. Я желаю вам приятного вязания. Также вот здесь я хотела показать, это у меня остаток пряжи от третьего мотка. Ну и, конечно, делитесь вашими работами в инстаграме. Всего хорошего, до новых встреч!